Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя брать в руки в церкви, что ни в коем случае нельзя надевать в церкви, иначе, к сожалению, вы отдадите свое и здоровье, и свой достаток. Давайте, друзья, далее все более подробно в этом видео. Также поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в церкви, даже если вас будут и слезно просить, потому что таким образом вы не только берете чужие грехи, но и вы берете на себя чужие проблемы, неприятности и беды. А также потом люди задаются вопросом, а почему у меня проблемы со здоровьем, почему у меня проблемы с деньгами и так далее, и так далее. Конечно же, в церковь, в храм нужно ходить, но вы должны просто придерживаться определенных правил и знать их. Конечно же, когда вы в первый раз приходите, для вас все это достаточно удивительно, все это чудно, но вы также должны понимать и то, что когда вы знаете, вы понимаете, для чего вас спрашивают и что делается в том или ином случае, то вы чувствуете себя намного увереннее. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, для того, чтобы, придя в церковь, действительно помолиться, поставить свечу, и после ухода у вас никто не заберет ни ваши жизненные силы, ни вашу жизненную энергию, не перекроет вашу судьбу. Помните, пожалуйста, об этом, поэтому раз и навсегда запомните, когда вы переступаете порог церкви, храма, вообще любого святого места, скажите про себя следующие слова: со здоровьем пришла, со здоровьем и ухожу. И далее скажите аминь. И вот именно эта простая фраза, но она уже перекроет дорогу любому негативу. И вы таким образом ставите границу между добром и злом. Далее обращаем ваше внимание, ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не подбирайте ничего возле церкви и не в самой церкви. Бывают такие ситуации, что вы можете вот прямо найти что-то возле церкви. Вы можете найти иконку, вы можете найти крестик, вы можете найти какой-то браслет, даже вы можете найти что-то из золота или серебра, тоже кольцо, цепочка и так далее. Кроме того, вы можете увидеть возле церкви какую-то, например, книжку, которая, возможно, связана именно с этой церковью. Бывает, что, возможно, вы увидите саму Библию. Вы можете найти, увидеть ручку, браслет, блокнот, в общем, все что угодно. Ни в коем случае это, даже если это будет икона, даже икона, девочки, мальчики, не поднимаем. Она может валяться возле церкви или даже в самой церкви, и вы будете удивлены, но такие случаи были. Вы знаете, в любом случае это представляет для вас опасность. Вы должны себя научить этому, что любая вещь – это не ваша вещь. Если вы ее туда не клали, не роняли, она не ваша, значит, вы не должны ее подбирать, вы не должны даже на нее обращать внимание, потому что как только вы обратили внимание, то вы уже отдали частично свою жизненную энергию. В следующий момент это дело случая, возьмете вы это или нет. Поэтому никогда, ни в каком случае, бывают такие ситуации, что вы находитесь в храме или в церкви и молитесь, и переходите от одной иконы к другой, и видите, что какой-то бабушке выпало что-то из сумки, или сумка упала, или что-то из каких-то предметов, или ее личных вещей, или предметы, даже что-то может как бы из кармана случайно выпало. Ни в коем случае не подбирайте, не помогайте. К сожалению, когда вы подбираете, вот как бы вы хотите, да, сделать приятное, вы хотите человеку помочь, особенно пожилому, но вы в этот момент, когда подбираете, открывается определенный канал, и к вам прилипает вот этот весь негатив и вот вся эта грязь. Поэтому 10 раз подумайте об этом, помните, вы пришли в храм, вы пришли в церковь, и вас никто и ничто не должен останавливать, даже если вам кажется, что
что вы хотите сделать доброе дело. Девочки и мальчики, мы с вами делаем в другом месте добрые дела, а церковь все-таки в первую очередь это определенные энергии. Если бы видели вы, какие энергии находятся в церкви, вы бы действительно 10 раз подумали, как себя защитить. Поэтому пришли в церковь, купили свечу, помолились. Возможно, вам интересно пообщаться с батюшкой. Вот с батюшкой, да, пожалуйста, общайтесь с батюшкой, с матушкой. И далее идите по своим делам. Помните о том, что те вещи, которые вы увидите, лежат в церкви или возле церкви, на них, как правило, перекладывают болезни, они перекладывают неудачи других людей. Также обращаем ваше внимание, здесь, конечно, многие начинают критиковать, начинают спорить, но вы просто принимайте эту информацию. Когда вы будете в церкви, в храме, вы уже на интуитивном уровне будете понимать, как все-таки правильно поступить и как не надо делать. Поэтому никогда никому не разрешайте, чтобы от вашей, кстати, свечи зажигали чью-то свечу. Даже если начинает рассказывать о том, что нет свечей и так далее, не разрешайте. Почему? Потому что таким образом у вас крадут красоту, у вас крадут здоровье, у вас забирают личную жизнь. Когда свеча ваша горит, проверьте, чтобы она догорела минимум на 2/3. Желательно вот просто постойте и смотрите, как свеча ваша горит. А в этот момент можете читать какую-то молитву или мысленно что представлять себе, что, например, весь негатив, какие-то ваши проблемы, это все сгорает в свече. Кроме того, огонь, который горит, это очень хорошо. Вы даже в этот момент можете себе представлять, как вы, например, о чем-то можете мечтать. И очень важно, чтобы вот вы проводили именно практику. Также обращаем ваше внимание, никогда не ставьте в одно гнездо свою свечу с другими свечами, потому что вы таким образом неосознанно объединяете свои проблемы, беды, неприятности с проблемами другого человека. И какие это у него проблемы, вы не знаете, но вы должны понимать и то, что в основной массе люди, которые приходят в церковь, у них есть определенные проблемы. Как правило, люди несчастливые, которые и не имеют проблем, они, как правило, не приходят в церковь. Если приходят, то только приходят на великие праздники. Они приходят дома или могут перейти, например, на личный прием к батюшке, пообщаться, поговорить и так далее. Поэтому будьте здесь очень осторожны. Кроме того, возможно, вы замечали, возможно, нет, особенно это вы можете увидеть большие церковные праздники, как человека могут обходить против часовой стрелки. Вот именно этот ритуал никогда никому не разрешайте делать. Почему? Дело в том, что когда проводится вот этот ритуал, кто-то обходит вас против часовой стрелки, таким образом забирает вашу судьбу и отнимает у вас удачу. Надо ли вам такое счастье? Скорее всего, нет. Кроме того, еще может быть и другая ситуация. Вас могут начать толкать в спину или по плечу. Знаете, таким образом передается достаточно сильная порча. И в таком случае вам нужно вернуть вот именно этот посыл негатива назад. Как это правильно сделать? Вы можете толкнуть этого человека легонечко в плечо и сказать: твое дело в твое тело. И таким образом вы все, что он пытался вам передать, возвращается ему обратно, при этом сразу. В таких случаях не забывайте о таких понятиях, как неудобно, или мне стыдно, или мне некрасиво. Вы должны понимать, что таким образом вам передают достаточно сильную порчу, и последствия, соответственно, могут быть очень-очень печальными. Также не из лица приятных, поэтому если вас толкнули, верните это все обратно. Далее, хотим еще обратить внимание на один такой момент. Вы должны понимать, что в церкви есть стол, где кладут продукты. Это как приносят на помин умерших. Вот этого со стола никогда, ни в каком случае в церкви никогда не берите продукты. Потому что, как правило, что туда приносят? Вы, наверное, замечали, как правило, приносят подсолнечное масло,
масло, муку, крупы, еще бывает что-то, хлеб, возможно, приносит. И, возможно, вы видели, как люди забирают со стола в храме. И вот таким образом люди, которые забирают со стола в храме, к сожалению, берут эти продукты для того, чтобы проводить ритуалы. И поверьте, ритуалы проводятся на смерть. Это очень достаточно тяжелый ритуал. Поэтому вы, когда стоите и видите, что видите подобные продукты питания, кто-то подошел и забирает, или другой момент приносит, и вы даже можете замечать, что приносит человек свои продукты, допустим, поставил свечку или что-то походил и забирает чужие. Это вы должны понимать, что это неспроста. И в этот момент, возможно, был проведен черный ритуал, чтобы вы понимали и знали, что это неспроста. Батюшки это видят, знают об этом, но, к сожалению, за всем проследить достаточно сложно. Даже батюшки, которые очень долгое время проводят службы в церквях, в храмах, они знают этих ведьм и колдунов, и даже с ними проводят беседу. Но вы должны понимать и то, что если, как говорится, есть цель, человек не видит препятствий. Поэтому в этом случае, чтобы вы знали и понимали, что вот такое вообще происходит, и кроме того, никогда ничего не давайте в церкви. Бывает так, что к вам могут подойти, попросить, например, лист бумаги, или просят вот просто ручку, или карандаш, или что-то еще. Вот все что угодно, чтобы, знаете, вы точно это дали. Это может оказаться какой-то мелочью. Таким образом, вы отдаете свое благополучие. Поэтому этого делать категорически нельзя. Далее хотим поговорить еще немножко о куполах. Бывает так, что когда вы выходите из церкви, вам возле храма или церкви подходит какой-нибудь старый дедушка или бабушка, божий одуванчик, и говорит, что ой, извини, вот не вижу, подскажи, сколько куполов в этой церкви. И, возможно, вы слышали, это называется посчитать купола. Запомните, вообще это нельзя, на этот вопрос или на эту просьбу никак нельзя отвечать. Услышали эти слова, развернулись, идите своей дорогой, не говорите, а зачем это вам, и так далее. Потому что запомните, если это однокупольный, это накладывается проблемы и сложности в работе, которые будут неразрешимыми. Также обращаем ваше внимание, если в церкви 5 куполов, то знаете, это порча вас ждет на тяжелые болезни. Нужно ли вам такое? Скорее всего, нет. Поэтому никогда не считаем у церкви купола. И пока вы знаете, как все происходит, дело в том, что когда вам задается вопрос, знаете, как правило, кто задает? Это бабушка задает, да, дедушка задает, такие вот все милые, прекрасные, и люди боятся отказать в этой просьбе, потому что вроде как стыдно, как есть понятие уважения, и вы поворачиваете голову вверх и начинаете считать. И в этот момент в вас вливается вот этот негатив, грязь, и вот все это предназначается в этом случае вам, и вы знаете, этот ритуал достаточно работает быстро, и поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Далее, никогда не берите в руки чужие свечи. Почему, спросите вы? Что вообще происходит в такой ситуации? Ну, например, происходит богослужение в храме, и, соответственно, например, особенно в какие-то великие праздники, да, много людей приходит, идет служба, соответственно, вам ни с того ни с сего кто-то сзади просит поставить свечу за того или иного человека, потому что как бы толпа, и подойти к той или иконе невозможно. И как бы вы стоите как бы ближе к этой иконе. Никогда не ведитесь на такую просьбу. Почему? Потому что таким образом перекладывают свои беды, проблемы на другого человека. Если возьмете эту свечу или свечи, вы считаете, что вы счастливчик вот этих бед, несчастий и проблем. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Далее, никогда не давайте милостыню после выхода из церкви. Обращаем ваше внимание, возможно, вы не замечали, но когда вы выходите из церкви, как правило, те, кто просит подаяние, то есть, видите, когда вы заходите в церковь и стоят люди, которые просят подаяние, они молчат. Но когда вы выходите из церкви, возможно, вы слышали, вам начинают говорить, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас были детки, чтобы у вас были деньги, был успех и так далее, и так далее.
Так вот, когда вы это слышите, уходите побыстрее. Ни в коем случае запомните это правило. Никогда не подавайте милостыню после выхода из церкви, потому что вам говорят что-то, желают, например, вам удачи, счастья, здоровья и так далее, вы даете деньги, и у вас это забирают. Вот такой вот ритуал. Далее, что еще никогда нельзя делать в церкви? Никогда в церкви не надевайте вещи, которые имеют общее назначение. Что это значит? Ну, например, идя в церковь, в храм, вы забыли платок на голову, да, и вы принимаете решение взять платок в церкви или, например, в храме. Да, там есть определенная стоечка, где находятся платки, и вы можете взять бесплатно, зайти в саму церковь, помолиться и потом их вернуть назад, при этом ничего даже не заплатив. Но ни в коем случае этого делать не стоит. Вот такие платки нельзя надевать на голову. Почему? Потому что, как правило, такие платки с порчей, и после этого у человека может испортиться судьба. Поэтому, чтобы такого не было, потому что через платки вот передается переклад. И тот человек, который надевает вот такой вот платок, он не может устроить свою личную жизнь. Поэтому, чтобы у вас не было проблем, берите свой платок. Забыли платок? В таком случае при церковных лавках продаются, как правило, платки. Там небольшая сумма. Посмотрите, купите себе, и вы знаете, что это ваш платок. И после этого уже заходите в храм, в церковь, но никогда не пользуйтесь платками, которые вот бесплатно. Кроме того, надевая чужой платок, вы тем самым берете на себя чужие грехи. Возникает вопрос, надо ли вам такое? Скорее всего, нет. Поэтому подумайте то, что вы делаете. Если вам на интуитивном уровне вы чувствуете, что что-то не так, не делайте, не говорите, не объясняйте и так далее. Для этого есть батюшка, есть матушка. На крайний случай подойдите к человеку, который продает что-то в церковной лавке, и он вам обязательно подскажет. Но все остальные люди — это не ваши помощники в церкви или в храме. Как бы вы ни хотели, пожалуйста, открывайте глаза. Вот такая вот важная, друзья, и ценная информация, которую мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите: Бог всегда со мной, охраняет, оберегает и направляет на путь истины. Девочки, мальчики, кто спрашивал касательно донатов по поддержке нашей команды, друзья, обращаю ваше внимание, ссылка есть в описании, вы можете нажать эту ссылку и перевести любую сумму, которую вы считаете важной и нужной. Нам будет очень-очень приятно. А кто переводит, у нас поддерживает, мы вас также благодарим и желаем всего самого-самого наилучшего. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!